Всем привет, меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Кто же у вас на пороге? Какая женщина, может быть, у вас уже на пороге стоит? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Итак, смотрим. Боже, да что ж такое? Кто спешит ко мне? Так, смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Вот смотрите, вы хоть и сильный, очень сильная личность, вы настолько вот выносливый, волевой человек, но в вашей жизни был такой вот период вранья, период, который очень тяжело вам дался, вот вы тяжело переносили его. Это связано скорее с женщиной, да, вот вранье именно от женщины. Были конфликты, были ссоры, были такие вот моменты, когда вы сами себя обманывали. Но тем не менее, я думаю, вот как-то вы все равно повернулись вот спиной к прошлому, а лицом к будущему. Некоторые, к сожалению, еще живут прошлым люди, да, но вы уже больше так надеетесь как-то на лучшее, надеетесь на светлое будущее, хотя еще раны душевные болят. Так, что еще у вас происходит в жизни? Злость на женщину, причем у нее, кстати, точно так же взаимная злость и на вас. Женщина-манипуляторша. Вы, причем, может еще проигрываться, что вы пытались как-то вот договориться, наладить с ней отношения. Это может касаться и детей, да, алиментов. Может быть, у кого-то женщина не дает встречаться с детьми, либо же требует больше алиментов, либо еще сверх алиментов какую-то сумму. Ну, то есть вы пытались с ней по-хорошему договориться, но она как-то не идет ни на какой компромисс, она вот гнет свою линию и все. Вот такая дама-манипуляторша. Но тем не менее, я бы сказала, что все равно у вас еще вот, щемит душа, да. Хоть какой-то уже период прошел, у кого-то, может быть, уже довольно достаточно большой период после разрыва. Очень и очень непросто вам. Вы такой, знаете, человек, я бы сказала, что вы, наверное, больше скрытный. Вот у нас король мечей выпал. Это человек, который свои эмоции по большей части держит в себе. Вы можете периодически жесткость какую-то проявить, да, вот к окружающим. Вы можете не показывать свои чувства, да. Может даже проигрываться, что ваша женщина вам раньше говорила, либо же у кого сейчас есть женщина, может быть, сейчас вам еще говорят, что вот вы не проявляете никаких ни чувств, ни эмоций, да, вот вам могли в упрек ставить, что вы такой холодный, в любви, допустим, не признаетесь, не сюсюкаетесь. Ну, то есть, хоть и в душе вы совершенно другой человек, но вот вы такой, от природы, вот вы скрытный человек, да, вот вы как-то вот скрываете именно эмоции свои. Не потому что их нет, но вот вы на показ их не выставляете, вы скорее делом будете подтверждать вот свое отношение. Итак, какая же женщина пришла к нам сегодня на расклад? Женщина, переполненная любви. Она, знаете, вот она длительный период была без мужчины. Мы не будем углубляться, что у нее случилось. У нее было некоторое разочарование в жизни. Она тоже вот пережила, перегрустила, перетасковала. Но сейчас она вот готова, вернее, не сейчас, а вот на момент вашего знакомства, да, она будет готова именно к новым отношениям, она будет открыта к отношениям, да, вот, может быть, кто-то слышал, есть выражение, что человек открыт к новым отношениям. Это когда ты уже внутренне готов. Она очень рассчитывает на мужчину, который станет хозяином в ее доме,
хозяином, ну, как бы в ее жизни, таким вот, знаете, менеджером, что ли, ну, и спонсором в каком-то смысле. Но пусть вас это не пугает, да, потому что, ну, в принципе, мужчина, как правило, и бывает добытчиком, да, мужчина, вот если это семья нормальная, мужчина оплачивает много чего, да. Поэтому отсюда, наверное, и пошло выражение, что зарплата мужчины – это семейный бюджет, а зарплата жены – это ее зарплата. И очень многие женщины живут по этому принципу. Это раньше еще, может быть, там бабушки наши, ну, мамы, может быть, некоторые. Вот они вместе в одну кубышку все складывали, да. Была там какая-то коробочка, тумбочка, еще что-то. Там, где и муж и жена приносили зарплату и складывали. Но это уже такие вот своего рода, наверное, пережитки прошлого. Сейчас по большей мере вот женщины хотят, чтобы мужчина все оплачивал, а женщина будет там на платьишко, на помаду, на косметику тратить, на все свои хотелки. Напишите, кстати, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Как должен вот составляться семейный бюджет? Кто должен вкладываться? Кто должен, я не знаю, определенную долю, может быть, кто-то больше должен давать в бюджет семейный, кто-то меньше. Напишите, что вы думаете по этому поводу. Ну, то есть она вот ищет такого мужчину, за которым она реально будет вот как за каменной стеной. Она дама такая, знаете, очень чувствительная, она все берет близко к сердцу. Вот она настолько переживала свои прежние отношения, которые, ну, разрушились, да, вот либо развод, что она какой-то, вот, как я говорила, длительный период даже не хотела вступать в отношения, потому что очень долго у нее раны болели. Она не могла вот открыться новому мужчине. Она понимала, что она не может просто вступить в отношения, потому что есть боль, есть недоверие какое-то, да, пока она это все не прожила, не прочувствовала. Она очень такая творческая еще натура, может увлекаться там рисованием каким-то, не знаю, вязанием, ну вот эти вот все женские штучки, она тоже может этим увлекаться. Далее. Что же это за дамочка такая? Да, вот ей было настолько плохо, что ей было совершенно не до отношений. Она очень уважительно относится вот именно, знаете, к семейным традициям. Она уважает стариков, и именно она настроена на семью, вот на детей, на новые отношения. Очень такая она, знаете, с одной стороны, да, она ранимая, вроде бы такая домашняя, но с другой стороны, вот есть какое-то вот ребячество. Она какой-то период жизни, вот если раньше брать, да, она более такая шухерная была, более несерьезная, наверное, что ли. Но потом ее постепенно вот жизнь закалила, особенно ее последние отношения очень сильно закалили ее. И она стала, ну, посерьезней как-то относиться и к жизни, и вообще ко всему, к отношениям тем более. Но все-таки у нее еще осталась какая-то вот доля ребячества. Но опять же, она это не всем показывает и рассказывает. В принципе, ну, это нормально, когда вот вдвоем, допустим, мужчина и женщина дурачатся, да, когда вот ты показываешь свое настоящее лицо, когда вы можете и пошутить, и подколоть по-доброму друг друга, да. Вот есть в ней такая вот легкость какая-то. Я не говорю, что она там несерьезная, нет. Это по молодости, вот да, раньше еще. Может быть, даже до отношений со своим прежним мужчиной она такая была, не очень-то серьезная. Ну, может быть, я думаю, там по молодости, да, вот она была такая. Но сейчас вот она именно на семью, на серьезные отношения настроена. Иногда она может вот совершать такие, знаете, вот поступки, что ли, о которых потом вот она жалеет. Вот она очень чувствительный человек, эмоциональный, поэтому она именно под влиянием вот каких-то своих эмоций может что-то сделать, а потом пожалеть. Ну, допустим, там, я не знаю, позвонить мужчине, да, а потом пожалеть. Ой, что же я сделала? Надо было не звонить, пусть бы он сам. Ну, вот что-то из такого, да. Ну, то есть она сделает, а потом пожалеет. Я не говорю, что она там что-то плохое делает. Нет. Но есть такая некоторая в ней импульсивность. Так, что же будет в ваших с ней отношениях?
Так. Очень как-то они начнутся, вот именно ваше знакомство, ваши отношения, очень спонтанно будет все происходить, очень так эмоционально. Вот отношения очень активные будут. Причем активные, я думаю, больше инициатором вот все-таки вы будете. Вот вы, я бы сказала, более активный, чем она. Хоть она тоже такая шухерная, такая девчонка, шустрая. Но я бы сказала, что вы еще похлеще. Вот как-то именно и вы с ней откроетесь, вот откроете свой потенциал, то, что вы давно, может быть, даже не показывали другим. Вот у вас откроются с ней чувства, которые раньше вы давно, так знаете, глубоко себе в душу, в коробочку спрятали и не показывали. У кого-то это может быть из-за того, что не очень хорошие отношения давно испортились вот с женой. У кого-то, может быть, ну, не было особой охоты, потребности, либо же ваша бывшая женщина была совершенно другого склада характера, и она не любила такое дурачество, да. Ну, то есть у вас откроется вот вместе с этой женщиной как будто вот ваше мальчишеское вот баловство какое-то, да, потому что, ну, не зря говорят, все в душе мы дети, ведь меняется всего лишь оболочка, но это правда. Да, мы несем какой-то опыт, мы приобретаем опыт, да, мы какие-то делаем работу над ошибками, но все равно мы в душе все дети. И в 50, и в 60. Ну, я слышала просто отзывы людей, которые вот уже реально в возрасте, да, уже на пенсии люди, говорят, ну, хочется всего того, что ты хотел и в 20, и в 30 лет. Просто ты не можешь себе все позволить. У тебя появляется куча морщин, у тебя пропадает здоровье, ты не можешь так активно бегать, прыгать, да, ты не можешь так выплясывать на дискотеке, как ты раньше это, может быть, делал. Но, в принципе, вот эти все желания, хотелки, они остаются. И сквозь жизнь, да, вот сквозь годы они проходят вместе с нами. Ну, то есть она вот откроет в вас вот эти ваши потайные какие-то желания, да, может быть, вам тоже давно хотелось вот с кем-то подурачиться, быть самим собой. Вот обычно называют, что это нужно быть самим собой, да, вот с человеком, которого ты любишь. Но ты не с каждым можешь открыться. Вот с этой дамой у вас будет настолько вот активные отношения, насколько вот веселые, знаете, вот, ну, шухерные, вот я даже не знаю, как их по-другому назвать, да, вот какие-то шаловливые, да. Это настолько вот здорово, когда ты можешь вместе со своей половинкой где-то подурачиться, где-то посмеяться, да, вот. Напишите в комментариях, у вас вообще было такое в отношениях, хоть когда-нибудь, да, когда вот вы могли, ну, я не знаю, учудить все что угодно, вот находясь в отношениях, я имею в виду по-доброму, да, вот подурачиться, посмеяться, поподкалывать. Вот очень классно, я даже советую иногда, да, вот я такое практикую. Вот когда вы в отношениях, да, но это настолько здорово, когда это все общение, ну, как-то с юмором преподносится, да? Когда вы можете по-доброму пошутить друг над другом, когда вы что-то, какие-то серьезные моменты, острые углы вы можете перевести в шутку. Это настолько классно и здорово, но, к сожалению, не каждый это умеет. То есть Э, даже вот не хочу даже расклад дальше смотреть, потому что вот у нас и на дне колоды выпало, что вот эти отношения могут закончиться вот именно браком, да, вот гармонией, когда есть и дом, и семья, и финансовый достаток, и дети даже могут быть, если вы захотите, да. Главное вот идти к своей цели. Главное, когда вы встречаете человека, с которым вам хорошо, легко и спокойно, не потерять этого человека, да, уметь слушать и слышать друг друга, уметь как-то находить компромиссы, да. Понятно, что идеальных людей нет, у каждого свои тараканы в голове, каждый, я не знаю, тоже может быть и в плохом настроении, и бывает что-то болит, да, когда можешь там фыркнуть лишний раз просто потому, что ты не в настроении был, и тем самым обидеть близкого человека.
Мы, как правило, обижаем, да, вот именно близких людей. Если мы на работе еще как-то более-менее держимся, то дома мы можем прийти на детей, там, на жену, либо на мужа, что-то фыркнуть, да, крикнуть. Просто потому, что что-то не получается, что-то болит, вообще как-то нам плохо, нет настроения, да. И нужно признать, что именно вот мы отрываемся именно на близких, к сожалению. Поэтому нужно не забывать, что все мы люди настроения, у всех бывают и проблемы, и болезни какие-то бывают, да, как-то нужно подстраиваться. Нужно уметь именно не потерять человека, хорошего человека, с которым вам хорошо. И нужно всегда помнить, что хорошие люди на дороге не валяются. Вы с такой легкостью не найдете хорошую женщину. Да, для интима можно, выйди, моргни на улицу раз-два и все. И все готово, да, вот именно для интима раз плюнуть можно найти. А вот именно для жизни, для серьезных отношений, это уже нужно постараться, чтобы встретить такого человека, и еще больше постараться, чтобы удержать. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. И всем пока!